Сегодня вышло очередное обновление для новенькой CS2, которое весит всего 102 мегабайта. Но, так как я уже готовил для вас ролик про секреты обновления и будущие нововведения в игру, то решил их объединить. На самом деле текущее обновление для CS2 по большей части закрывает дыры предыдущего. И так как чейнджлога у нас нет, то возможно в моем повествовании могут быть небольшие погрешности. В файлах игры обновили почти у всего оружия анимграф. Это скорее всего фикс анимация, о которых говорили в прошлом чейнджлоге. Также в файлах игры были замечены изменения в новом меню закупки. Да-да, то самое квадратное. Могу лишь предположить, что с введением его в игру, скорее всего, вылез баг, при котором можно было абьюзить цены на предметы. Вот его как раз таки могли пофиксить. Ну и последнее, что я заметил, в инструментах для воркшопа при создании скинов на оружие наконец-то появились две галочки, которые позволяют осмотреть оружие либо со стат-треком, либо же с именным ярлыком. К сожалению, не добавили возможность переключить на старую модельку оружия. Возможно, они этого делать и не будут. Сами понимаете, новая эра и все дела. Ну а теперь, прежде чем мы перейдем к скрытым файлам и будущим обновлениям, спонсор. Встречай свое лето вместе с Hell Store, где ты можешь выбить топовые скины, играя всего в 4 режима. А это всеми любимый классик, где ты в общак скидываешь оружку, и чем больше положишь, тем выше шанс выигрыша. Знаменитый коин-флип, где вы один на один подбрасываете монетку, и на чьей стороне удача, тот и забирает весь куш. Ну и конечно же колесо. Выбираешь ставку и ждешь прокрута колеса. И новиночка краш. Выбирайте значение, если на экране линия пройдет до него, вы победили. Ну а если тебе не понравился выбитый скин, то всегда можно его проапгрейдить. А еще, если используешь мой промокод при пополнении, то получишь $2 на баланс. Не теряй времени, ссылочка в описании. Ну что же, сами понимаете, что после такого большого обновления для CS2 по-любому должно было что-то выскочить. Прежде всего мы получили инструменты, в которых некоторые функции были залочены, такие как редактор системы частиц и анимграф, включая скудный набор форматов для ассетов, всего 21. Но, слава богу, я с данным недугом быстро разобрался, и теперь мы можем посмотреть партиклы. Из всего представленного больше интерес вызвал у меня взрыв от гранаты в воде. Предполагаю, что на некоторых картах в самой воде будут плавать рыбки, и соответственно к этому явлению добавили частицы. С одной стороны у нас рыбки собираются и почему-то от взрыва, а с другой же стороны плывут в разные стороны. Помимо этого у нас наконец-то будет полноценный эффект дождя в игре, и главное снега. Как бы дождь на самом деле и раньше был в CSGO, но сейчас выглядит намного лучше. Но вот снега в партиклах CSGO не было. Дальше на самом деле по мелочи, какие-то новые эффекты для повышения ранга в матчах или же новых режимах для интерфейса Panorama UI. И вот мы наконец-таки подобрались к анимграфу. Это утилита что-то наподобие древовидной системы анимации. По большей части создана для геймплейной составляющей. Но дело в том, что данный инструмент как бы заявлен для публичного доступа, но разработчики пока его не распространяют. Я хоть и разлочил возможность его запустить, но библиотеки DLL не хватает. Могу лишь предположить, что его не добавляют по некоторым причинам. Первое, это то, что данный инструмент действительно на данный момент сейчас никому особо не нужен, потому что разработчики ждут по большей части скины на оружие и новые карты, а не модификации с измененным геймплеем. Ну а второе, это возможно попытка разработчиков скрыть туза в рукаве, так как, если вы помните, находились в файлах игры анимации насмешек. И если же они выпустят этот инструмент, данные насмешки могут как и подтвердиться, так и опровергнуться. Ну а остальные варианты можете додумать сами. И на этом, пожалуй, все. Но недалеко все со скрытыми файлами. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!